Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале GIGOS TV. В этом выпуске вы узнаете общий объем мирового спроса на золото в первом квартале 2025 года, что обеспечило резкий рост инвестиционной активности и как в этой связи себя повели центральные банки стран. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. Общий мировой спрос на золото в первом квартале 2025 года достиг 1206 тонн. Это максимум с 2016 года. К слову, данный показатель вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И за цифрами ключевые изменения на рынке. Инвесторы массово вернулись к золотым ETF. Приток средств в данные фонды увеличил общий инвестиционный спрос более чем в 2 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года – до 552 тонн. Данное значение максимальное с начала 2022 года и является одним из ключевых факторов роста цены благородного металла. Несмотря на рост цен, интерес к физическому золоту не ослабевает. В первом квартале нынешнего года слитками и монетами было куплено около 325 тонн драгоценного металла, на 15% больше, чем среднее значение данного показателя за последние 5 лет. Наибольший вклад по данному показателю внес Китай. Объемы розничных инвестиций в первом квартале стали для Поднебесной вторыми по величине за всю историю наблюдений. Центробанки остаются крупными покупателями. За первые 3 месяца года регуляторы приобрели около 244 тонн золота. Хотя объем закупок несколько ниже, чем в предыдущем квартале, он все еще укладывается в устойчивый тренд последних 3 лет. К слову, мы уже рассказывали, почему центральные банки массово скупали золото в прошлом году. Если вам интересно узнать причины, смотрите видео по подсказке вверху. Средняя цена на золото в первом квартале достигла $2860 за унцию. Это на 38% выше, чем прошлогоднее значение за отчетный период. На рост цены повлияли опасения по поводу уже введенных и возможных торговых пошлин в США, геополитическая нестабильность, высокая волатильность на рынках и ослабление доллара. Добыча золота в первом квартале составила 856 тонн. Общий объем поставок вырос на 1% по сравнению с первым кварталом прошлого года. А вот переработка золота немного снизилась, также на 1%. Это объясняется тем, что потребители удерживают драгоценный металл в ожидании еще более высокой цены золота. Подведем итоги первого квартала 2025 года. ETF стали главным фактором роста цены благородного металла. Частные инвесторы продолжают стабильно приобретать слитки и монеты. Центробанки придерживаются долгосрочного тренда по наращиванию своих золотых резервов. На данные факты рынок золота отреагировал резким ростом цен. И, похоже, это только начало. Вы смотрели новости о золоте на канале GIGOS TV. Не забывайте подписаться и поставить лайк, чтобы не пропустить следующие видео. Скоро мы вернемся с новым полезным контентом. До новых встреч!